В жаркий утренний час в Чикаго 36-летняя официантка Дженнифер Кларк даже не успела понять, что произошло, когда холодный ванильный милкшейк оказался на ее форме. Белая струя стекала на пол, а рядом, почти не оборачиваясь, уходил хорошо одетый мужчина, Эдвард Брукс, сын миллиардера и наследник крупной строительной корпорации. Для него этот жест был вспышкой раздражения, для нее — унижением, которое ранило глубже, чем она могла представить. Дженнифер работала в небольшом ретро-кафе на северной стороне города, копила деньги на экзамены по медицине и привыкла относиться к каждому клиенту с уважением. Но этот случай выбил ее из привычного ритма. Она не знала, что маленькая вспышка чужой жестокости станет началом цепочки событий, которая изменит судьбы обоих. Эдвард, привыкший к роскоши и постоянному давлению со стороны отца, сорвал злость на первом попавшемся человеке. Он и представить не мог, что вскоре столкнется с той самой женщиной в обстоятельствах, где власть и статус перестанут иметь значение. Через несколько недель Дженнифер получила временную подработку медсестрой на благотворительном мероприятии детского фонда, тем самым, что принадлежал семье Брукс. В огромном особняке под звуки оркестра она старалась оставаться незаметной, пока один из почетных гостей внезапно не потерял сознание. Дженнифер быстро и уверенно взяла ситуацию под контроль, а ее профессиональность привлекла внимание всех, включая владельца дома. Когда Эдвард узнал в ней ту самую официантку, его уверенность рассыпалась. Он наблюдал, как женщина, которую он унизил, спасала жизнь их давней благотворительницы. Именно в тот вечер к нему в полной мере пришло осознание того, насколько пустым было его поведение, и какой силой обладали простые человеческие качества, которые он привык считать слабостью. Позже, когда зал почти опустел, Эдвард наконец нашел в себе смелость подойти к Дженнифер. Он был не похож на того человека, который, смеясь, вышел из кафе, вместо холодности в нем читался стыд. Дженнифер слушала молча, не пытаясь смягчить удар. Он дал ей понять, что впервые задумался о том, кем стал. Прошло несколько месяцев. Дженнифер сдала экзамены и поступила на работу в детское отделение одной из больниц Чикаго. В ее последний рабочий день в кафе появился Эдвард, уже совсем другой человек. Он тихо поздравил ее и передал через фонд анонимное пожертвование, которое помогло кафе обновиться и поддержать персонал. Изменения в Эдварде были настоящими. Он стал участвовать в жизни больницы, жертвовать средства, помогать семьям пациентов. Дженнифер видела, как он старается исправлять собственное прошлое, и понимала, порой одна человеческая ошибка способна привести к большему переосмыслению, чем долгие годы безупречной жизни. К концу вечера они сидели вместе в пустом кафе, словно подводя итог тому пути, который начали с такой болезненной точки. Дженнифер думала о том, что ее бабушка была права. Доброта ничего не стоит, но она меняет все. А Эдвард наконец понял, что уважение и человечность ценнее любых денег и фамилий. Их история еще только предстоит переплестись, но оба знали, случайный милкшейк стал уроком, который ни один из них уже никогда не забудет. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.